то ты все время говоришь о музыке, музыке, музыке. Она везде, она все вот поглощает тебя. И пьяные эти люди прям на танцполе сношались. Я вообще не знаю, кто. Знаешь, это как морская свинка. Она ни к морю не относится, ни к свинкам. И думаю, господи, я лысая. Меня первую как бы спускают под воду. И они еще задержались почему-то. Я уже внизу, сижу на дне. Я просто пришла к решению, что деньги можно заработать, делая очень какие-то клевые, великие вещи. Всем привет, это диджей Настя. Я вернулась со вторым сезоном проекта True Talk, который мы делаем вместе с Balloon Times, за что им огромное спасибо, поскольку сейчас сложно найти поддержку у таких партнеров. И я очень довольна тем, что первый сезон вам понравился, и мы продолжаем. В этом сезоне у нас будет много новых гостей, конечно же, они будут другие, и мы даже немножко попутешествуем по Украине. Не забываем о том, что конкурс существует, он остался прежним. Следите за подсказками, угадывайте пластинку, которую я разыгрываю из своей собственной коллекции. И немножко поменялись правила, теперь я буду выбирать рандомно из всех, кто угадал. И первый гость нашего второго сезона снова будет женщина, на мой взгляд, очень авторитетная на нашей сцене, которая является для меня лично серьезным таким образцом и примером. Это Вера Логданиди. Вера, привет. Привет. Спасибо, что пригласила меня. Ну, мне на самом деле очень приятно и классно, что ты первая. Вот знаешь, мы не загадываем, кто в каком порядке будет, и оно абсолютно всегда, естественно, случается, складывается. И мне очень классно с тобой будет первый раз поговорить. Очень спокойно, поскольку я тебя давно знаю. Я удивлена, на самом деле, что я первый открываю этот сезон. Это вдвойне приятно. Надеюсь, интересный разговор сегодня получится. А по поводу «давно знаю», хочу тебе сказать, что буквально недавно вспоминала, когда я тебя узнала. И помню день нашего знакомства. Это было на Крещатике, и ты была беременная Ульяной. В черном платье с белыми горохами. Да ладно? Да. Ты даже так помнишь? Да. Я его помню тоже, это платье. Мы тогда встретились с сестрой Толика, ну и все вместе гуляли. Я не помню, или ты беременная была, или ты вот... Нет, беременная Я точно. была беременная. Да, вот такой день был, очень солнечный. Давай вернемся к началу. Да. Вот ты же в Киеве родилась. Да. И у тебя есть одна родная сестра. Да. А в каком районе ты выросла? Днепровский район, улица Ватутина, сейчас она переименована. И это очень рядом с Троещиной. То есть часто, когда спрашивают, где, от какого ты района, проще сказать с Троещины, потому что она где-то рядышком, и это очень четкий такой, знаешь, как знакомое всем место. Да, это такое киевское гетто, можно так назвать, достаточно такой депрессивный район с минимумом каких-то культурных мест, а если они есть, то они уничтожаются. Ну, так же, как кинотеатр «Аврора» и прочее, прочее. Да, но в то же время какая-то, наверное, благодарность у меня есть этому району, этому окружению, потому что есть какие-то... Было на что посмотреть и какие-то выводы сделать. И вот как-то... Я и сейчас, в принципе, не в центре живу, как вы видите. Да, добро пожаловать. Мы сейчас снимаем у нас дома. А как ты с музыкой, собственно, вот завязалась? У тебя вот любовь? Непонятно, где началась любовь к музыке, а где была любовь к себе в музыке, а где началась уже любовь к музыке в первую очередь. И эти трансформации очень интересные. Ну и, наверное, да, тут стоит упомянуть, что если говорить об электронной музыке, мой бэкграунд драм н бейс, это джангл-музыка, я из вот этого племени. А как вот, собственно, ты для себя драм н бейс открыла, и вот мне интересен вот этот вот путь от того, что ты осознала, что это то, что тебе вот подходит и нравится, но ты же потом очень хорошо, так плотно в тусовку влилась. С драм н бейсом я его слушала еще в школе. Я открыла для себя эту музыку и вот максимально загорелась, когда я попала на драм н бейс вечеринку, совершенно случайно.
У меня есть подружка, и, ну, даже сестра, могу ее вот так назвать, Катя, и я уверена, что если она меня слушает, я обязательно должна ей привет передать, потому что благодаря ей это случилось. Мы гуляли, искали какие-то себе досуг в году 2006 или, я уже точно не помню, может, 7-м, нет, 6-м, наверное. И так получилось, что она говорит, пошли на драм-н-бейс вечеринку. У меня даже было какое-то немножко отношение такое, ну, это не самый, как бы, best-case сценарий, да, на этот вечер. Но мы попали, это была вечеринка твоего экс-мужа. Проходила она в клубе Марчиба, а сейчас этот клуб называется «Атлас». И был приглашен Техника Лыч. А у меня всегда вот это вот, ну, это был еще такой возраст, но до сих пор я чувствую, вот, хотя я уже достаточно зрелая, но чувствую себя еще в каком-то подростковом немного вот этом состоянии. И вот этот, то, что я увидела, услышала, у меня сразу раскрыли все чакры. Конечно же, я просто, я вот прям почувствовала сразу, это мое. Ну, как бы вот тут вариантов быть не может, и все. Ну, как бы с этого момента все поменяется. Ну, то есть вот какой-то такой magic. Turning point. Да, и это так круто было. Я просто эту вечеринку пережила, вот как зашла до самого последнего, и с тех пор у меня прям, ну, начались какие-то поиски этой, ну, тусовки, где другие такие мероприятия проходят. Ну, как вот бывает, когда ты действительно вот открыл для себя что-то интересное. Но когда ты стала испытывать, ну, чувствовать себя частью вот этого, собственно, всего, когда ты впервые отыграла на драм-н-бейс вечеринке, за которую ты там думаешь, блин, вот это круто. Ну смотри, уровень. одна из первых это была та вечеринка, которую я сама и организовала, поэтому это не сильно считается, потому что Я знаю. ты как бы, несмотря на то, что приходят люди, и ты там выступаешь, это все-таки не то, что тебя в лайнап пригласили, да, а пригласили меня в лайнап в первый раз в город Кривой Рог. И поехала я туда благодаря, ну, как, знаешь, как попутно зацепили меня, потому что там приглашали других ребят. И, ну, это было очень, конечно, смешно. Сейчас вспоминать это волнение, второй танцпол. Ну, обстановка простая. Ну, как бы вообще в драм-н-бейсе вот эти все понты раньше, которые сейчас мы привыкли, классный звук, там, классная аппаратура, вот это все комфорт, звук, свет. Это все никто даже и думать об этом не хотел на тот момент. Принесли вертушки с организатором вместе из его квартиры в клуб, поставили, потренировались, что-то там прогнали пластиночку и вперед. И да, я играла свой первый сет, конечно же, ну, в стрессе в полном. У меня даже есть где-то фотка одна, там, где со мной сфотографировался парень после этого сета. Это очень смешная фотка. Ну, тогда я вот прочувствовала все, я диджей, да, меня пригласили, гастроли какие-то были. Поиграла для кого-то. Есть человек, который со мной сфотографировался. Значит, все. Ты тогда была Верой Сью. Еще это был твой первый никнейм. Было Мисс Сью. Да? Потом Вера Сью. Я меняла никнеймы, как перчатки. Ну, на самом деле, просто когда тебе 17 лет, ну какой никнейм ты себе? Ты из драм-н-бейса. Ну, я была DJ Beauty. Да. Это, ну, как бы... Я их меняла, потому что я их как бы потом осознавала, насколько они, ну, дурацкие. Это такие, знаешь, Мисс Сью, Вера Сью, ну, это такой чисто драм-н-бейсовый никнейм, как бы что-то, ну... ну, 17 лет, там, 18 ты придумываешь себе. Это было круто тогда. Но мне просто не хватило, наверное, ума сделать что-то оригинальное, то, что меня вот устраивало бы. С чем бы я со всеми стилями музыки так бы осталась. И самое оригинальное, к чему я пришла, это, наверное, просто использовать свое имя и фамилию, и вот быть кем ты есть. И это такое, знаешь, как есть такая тема, люди, которые в Харькове, ну это где-то я когда-то читала, которые какие-то плитки делают или там вещи какие-то делали раньше, они такие отпечатки оставили своего имени, то есть ты как бы подписываешься, и это такая ответственность на тебе за качество, и, в общем, называться просто собой, это тоже классно, потому что... Ну, безусловно, да, мне кажется, что в данный момент я это осознаю, и это действительно самый классный вариант. Ну, хотя вот эта романтическая штука с никнеймами тоже прикольно. Ну, драм-н-бейс, он такой, знаешь, это период граффити, всякие такие урбан, все, и тут этот драм-н-бейс, он достаточно
ну, перекликается с этой всей и субкультурный он весь такой, и никнеймы, в принципе, да, форумы. Очень прекрасно да. вписываются, да. Ну, в общем, Drum and Bass вообще музыка протеста, поэтому такая молодая аудитория в основном Музыка ходит. подростковых ощущений. Да. А потом, когда ты начала испытывать интерес, я так понимаю, ты в техно начала увлекаться? Когда ты его поняла вообще? Как это произошло, вот эта трансформация? Я очень давно дружу с Игорем Глушко, и он всегда был такой... Очень давно это сколько? Извини, перебью. Вот ты знаешь, день встречи с тобой я почему-то помню, а с Игорем не помню. Это хороший вопрос. Я вот просто мы, наверное, где-то тусовались, знаешь, как у друзей дома, у БСФов, скорее всего, там на кухне выпивали там какие-то, ну, как посиделки такие. И Игорь туда приходил. И, ну, мы, ну, может, нас как-то представляли друг другу, мы еще не общались какое-то время, а потом уже как-то сдружились, мы работали вместе. Virus Music — это очень забавный опыт в нашей жизни. Вот. И именно на работе мы нашли друг друга как soulmates. Потому что я чувствовала, что мы, ну, как-то мыслим о музыке, что ли, похоже. Вот. И, конечно же, мы очень много времени проводили там в обеденных перерывах, там где-то сидели, пирожки ели на улице, там думали о техно, о драм-н-бейсе, разговаривали. Ну, о музыке в основном, знаешь, вот ты все время вот живешь, это такая забавная тема, что если ты вот начинаешь этим болеть, то ты, в хорошем смысле слова, конечно же, то ты все время говоришь о музыке, музыке, она везде, она все вот поглощает тебя, и эти все организации каких-то вечеринок, то есть это основное, что вот стоит на повестке, ну, такого вот молодого, врывающегося в это все человека. Вот, и да, Игорь, конечно же, делился своим опытом, и я вот все больше обращала, он классных гостей уже возил, букировал, и, ну, эти гости, они даже сейчас достаточно сенсационно выглядели в лайнапах и прикольно, которых он там приглашал на то время. И у него первые какие-то в букинге попытки были. И мне было, конечно же, очень все это интересно, и я раскрывала для себя эту музыку. Но я ее не сразу поняла. Мне она показалась примитивной достаточно. То есть вкурить техно, это надо было время еще. Потому что я привыкла к драм-н-бейсу и построению. Вот они все, каждый трек, у него есть своя драматургия. И он сам по себе как бы... И ты клеишь такие, каждый в твоем миксе, в сете, каждый трек, он такой отдельная композиция, очень ярко выраженная. А техно это совершенно другая философия. Это что-то, вот ты выстраиваешь из паттернов такое единое целое, и ты не воспринимаешь каждый трек, там, не переживаешь его как такую песню, что ли. И мне это казалось достаточно монотонным. Я не понимала вот этих вот минималистичных переходов какое-то время. А потом уже потихоньку я начала, ну, как бы погружаться в глубже и глубже. Ну, в целом, в этом и как раз, наверное, вот какие-то отношения к музыке меняются, когда ты так углубляешься и видишь в каких-то даже примитивных формах, в минимализме, на самом деле классную философию. Потом я начала, конечно же, покупать это типа вот первым, когда ты начинаешь покупать пластинки другого жанра, и ты покупаешь, там какие-то там смотришь, там лейблы, и у тебя уже раз коллекция. Ну и как бы благодаря ему он меня пригласил на одну из первых вечеринок в техноамплуа. Это было в Синеме. Он привозил тогда Бена Клока, и это было, я не помню, может, год 2008, что-то там, ну вот точно, может, 9-й, я уже не помню, честно. Я тоже не помню. Это была диджеем вечеринка, и может ему, я не знаю, может там бюджет журнал, может Женя Синемовский давал, но это был такой привоз классный. Бен Клок был тогда совершенно другого качества артиста, если честно. И это было круто. На втором танцполе, конечно же, я там что-то пробовала. Мне интересно период создания 22-22, Ритм-бюро. Я помню, когда вы с Сашей, у вас начались отношения, это был 2012 год. Даже 11-й. Саша тоже интересовался на тот момент уже техно. Я помню, даже он со мной еще на гастроли, мы на Камчатке вместе выступали, да. Он играл сет драм-н-бейза, сет техно. Да, я помню, очень хорошо помню этот момент, когда, во-первых, с твоим появлением тоже, как начали меняться там какие-то, знаешь, о техно начали говорить, минимал техно. Я помню, что даже
Мы к Толику, когда в гости приходили за очередным каким-то советом, он же, собственно, и показал, как пластинки покупать. Карточку я впервые завела, там, благодаря, ну, у меня мысли даже не было карточку на тот момент заводить. Толик показывал, как это делать. И тут мы приходим, там он техно слушает какое-то. Ну и понятное дело, что и Саша, соответственно, вы общались, дружили, у вас... Я хочу сказать ремарочку, извини, что тебя перебиваю, меня за это очень сильно хейтят, но иногда без этого никак. Саша Санчейс, он же Александр Павленко, он же теперь Нанич, он же теперь муж Веры, собственно. Мы с ним проживали в одних апартаментах, делили квартиру где-то года полтора, наверное. Вот, поэтому, конечно, не обошлось без влияния. Еще Саша мне показал, как продакшн работает. Он там, ну, очень много помогал мне. И вообще у нас очень классное это время было совместное. Классная квартира была. И квартира такая проходняк, где постоянно движухи в любое время года, дня и так далее. Культура, она куется, наверное, на фоне взаимодействия людей. И все друг на друга влияют. Есть какое-то, наверное, доминирующее влияние. Почему, собственно, в Киеве сейчас, ну, техно, ну, оно как-то вот доминантой стало. Вот. И любой человек, который будет вот в этих кругах часто находиться, хочешь не хочешь, он как бы что-то там для себя раскроет и какую-то грань интересную, возможно, увидит. Ну, вот и там где-то может искра даже загореться. 22 проект — это, ну, понимаешь, как мы к драм-н-бейсу относились? Это такая, ну, через любовь к музыке, очень такую искреннюю. И сейчас и к техно также относимся, ну, не только к техно, Всему, что вы ко делаете, да. ко всему, да. Я вообще задумалась об этом, что, наверное, отношение к этой музыке это вот такой тантра. Ну, с моей стороны, я вот так отношусь ко всему. К лейблу, к трекам, написанию, еще что-то. Это такое очень тантрические такие вот передачи вибрации, энергии. Когда ты выступаешь, это тоже должна быть тантра с людьми, вот это все по-настоящему. И ну, ты как бы выливаешь какую-то воду, что ли, вот в людей, и вот, ну, этот звук, они должны что-то прочувствовать, это, ну, в хорошем случае. И вот драм-н-бейс вечеринки мы их строили с таким вот отношением, что нам хотелось сделать такое классную музыку, собрать классных людей, сменить обстановку, сменить вот эти клубы, которые там Синема, Мост, все вот эти огромные тусовки. И у нас получалось, это было очень круто, и люди оценили это, они прочувствовали, то есть то, что мы им вот эту вот энергию передали, они ее приняли, и в них раскрылась она, и это было очень здорово. А потом, конечно, проект со временем видоизменялся, он сильно рос, и это развитие не пошло ему на пользу в какой-то степени в плане вечеринок. Особенно, когда пошла взаимосвязь с такими крупными коммерческими лейблами, где нет тантры. И, ну, соответственно, да, это сервисный бизнес. И вот я поняла, что мы делаем, и это уже не то. Это вот то, с чем не хочется... При том, что хорошие вечеринки такие, они с точки зрения прибыли, ну, очень хорошие были. Можно было жить там полгода на некоторые... Мероприятия. Да, да. Но с этим нужно было завязывать, потому что ты уже... На самом деле, я просто пришла к решению, что деньги можно заработать, делая очень какие-то клевые, великие вещи. Ну, и они все равно к тебе придут, если ты делаешь классные штуки. И правильно, конечно же, делаешь. А нам повезло с людьми. И повезло, конечно, что мы в Украине все друг друга нашли. И вот связались и Саша, и Игорь в том числе. Комбинация наших качеств, она просто идеально склеилась. И мы смогли продолжать вот эту вот тантру, в очередной расскажу, ну, не в драм-н-бейсе уже, а в ритм-бюро. Ну вот 2222 это проект чисто джангл, драм-н-бейс. Это ваши первые шаги совместные с Сашей, собственно. Да. А ритм-бюро уже был попозже. Да. И это определенная группа людей, которая до сих пор не изменила свой состав. Ну, как состав, на самом деле, есть я, Саша, Игорь. Это такие ключевые, ну, у нас как это, хед-офис.
А на самом деле людей-то очень много, и они все время как бы к нам примыкают. Без этих людей ритм-бюро сейчас бы не справлялось бы никак. И мы так очень сильно ценим постоянство. И те люди, которые с нами есть, они вот Светом, который занимается, мы эту руку вообще, ну, менять ее невозможно. И там в админ составе есть люди, которые вот они есть, и, ну, как бы есть, сложно представить вообще кого-то другого. И вот опять-таки возвращаясь к история с никнеймами, то, что ты была там Мисс Сью, потом Вера Сью, потом ты какой-то момент перешла просто на Веру, это был такой техно, ну, Веро, как больше для прямой музыки никнейм. Он мне очень понравился лаконичностью, Веро, но я забыла, что я не Мадонна. Но нельзя с таким, на таком уровне, на котором я нахожусь, называть себя таким широко, ну, типа, популярным как бы словом, да, то есть с точки, ну, в принципе, мне нравилось, но меня просто очень часто путали с Верой, которая Tech House играет. Потом какие-то ребята приезжали из Италии или Испании, какие-то наши гости говорили, у нас вообще это так мужчин называют. И какие-то все время возникали штуки, и я прям чувствовала, что поторопилась. И с этим никнеймом некомфортно себя чувствовала, хотя выпустила пластинку. И во всех этих Spotify, Веро, это целый ряд каких-то женщин и мужчин. Ну, для дискографии, с точки зрения того, что ты делаешь, не очень удобно. И я решила, что пока не поздно, надо вот просто быть тем, кто я есть, и просто перестать выдумывать какую-то хрень. Вот и все. А еще я читала о том, что ты составляла в каждый год, в конце года для сайта Top DJ Да. итоги года про Да. Drum and Bass. Это когда было и как ты вот этот процесс? Потому что на самом деле это ответственное дело. Да, ну, я работала в Virus Music. Пришла я туда работать просто вот на любую должность, на которую меня возьмут, потому что на тот момент я была очень юной, и мне хотелось работать, как многим людям, которые сейчас пишут в ритм-бюро и так далее, в какой-то компании, которая ну, такая известная, занимается музыкой, ну, концертами, какими-то мероприятиями. И, конечно же, ну, они много чего делали на то время, очень такого большого, крупного. Ну, все эти... Я не говорю даже про Global Gathering и такие форматы. Они просто также занимались и драм-н-бейсом, вот эти все шоу-кейсы. На тот момент это для меня было, конечно, очень впечатляюще. Я пришла к Феликсову, и как бы он меня взял на позицию офис-менеджера. И, конечно же, когда ты работаешь офис-менеджером, ты не можешь заниматься только офисом. А более того, в компании Virus Music всегда приветствовался вот этот вот энтузиазм молодых примыкающих людей. Вот, поэтому я работала всем, что я могла там сделать, пока вот этот энтузиазм во мне горел. То есть там писала на топ-диджей какие-то новости, там какие-то итоги года. Итоги года это уже были после того, как я новости делала какие-то регулярные, там интервью делала с Blue Martin, там еще кем-то, я уже даже не помню. Ну, хорошие, кстати, наверное, материалы были. Может, они написаны, ну, непрофессионально, но в этом, наверное, прелесть, что вот как-то взяли и даже я не имела какого-то опыта журналиста, ну, что-то мне там позволили делать. Собственно, также я сейчас веду Каштан радиошоу. Я не являюсь... Я вообще не знаю, кто. Знаешь, это как морская свинка. Она ни к морю не относится, ни к свинку. Так же я своими всеми своими проектами. То есть я не журналист, не радиоведущая. Это ты говоришь мне, который берет эти интервью. Да, и получается, но и не претендую на эти звания, но в целом занимаюсь, собственно, этими штуками. Вера, ну, наверное, это будет последний вопрос в вашем доме с Сашей. Как раз, собственно, о Саше. Поскольку ты ведь была с ним знакома задолго до того, как у вас начались отношения. Как произошло вот этот вот момент понимания того, что вы настолько друг другу подходите? Классная история, да. Ну вот расскажи.
С Сашей очень интересно было, потому что он всегда для меня такой был, ну, абстрактный какой-то санчейз, которого все уважают. Он на форуме минимум всегда каких-то штук говорил, а если появлялся, по делу. Ну, знаю, ну, он, в принципе, сейчас такой. Да ты тоже. Да. И получается, что, не, ну, я не совсем, а вот он, ну, такой как бы, знаешь, сказал и отрезал, там где-то появился чуть-чуть и как-то... А потом мы были на какой-то драм-н-бейс конференции, ты, кстати, там тоже присутствовала. Я сидела в одном из, ну, типа, в зрительном зале, и обязательно, ну, там были какие-то приглашенные артисты в нижний этаж «Форсажа», там Толик устраивал какую-то такую выкладку, Да, всех высадил в рядок, и все там делились своим опытом. Я помню, что вот на тот момент у нас случился какой-то контакт личный первый, потому что я задавала какой-то вопрос, и мы что-то там то ли поздоровались, то ли, ну, что-то вот такое. А уже сдружились мы, когда я делала одну из провальных драм-н-бейс вечеринок в Синеме. У нас была это просто сумасшедшая история, и все люди сейчас такие, что? Вообще не поймут эту тему вообще никак. Мы привозили одного артиста, и Бодя Джайк, друг мой, который с нами в организации участвовал, у него навязчивая идея была добавить в эту вечеринку я знаю прикол. эту историю. И он такой, давайте пригласим Паука Троицкого из «Коррозии металла», чтобы просто он вышел, ну, он был тогда мем-героем, и нам очень хотелось, он просто все говорили вот это, например, там какие-то да, его приколы. И его задача была просто, ну, я говорю, давай. Что-то, ну, я вообще очень на все быстро соглашаюсь. И он такой, его задача должна была, типа, выйти там в какой-то перерыве между артистами и просто ляпнуть какую-то мем-штуку, чтобы все, кто на форуме сидит, просто поржали. Но это был такой, знаешь, типа, спешл прикол. Но все пошло не так, как и мы ожидали, потому что мы, конечно же, наши представления были это одно, а получилось совсем другое, потому что это все-таки «Коррозия металла», и он пришел со свитой пьяных девок и со своими менеджерами, они все в пьяном делирии, и они устроили просто какой-то рок-хардкор, там типа, ну, в общем, они нас переиграли. Наши вот эти приколы с этим, знаешь, типа сказать какой-то мемчик, знаешь, чтобы все такие ха-ха. Начала просто происходить какой-то катарсис, там пьяные эти люди прям на танцполе сношались, там пьяные эти девки выскочили на сцену, и это был просто какой-то уже зашквар полный. То есть так вечеринка не должна была проходить вообще, и это все, ну, совершенно не так должно было быть. И я просто поняла, что эти все юмор вообще в организации, все попытки интегрировать юмор всегда были провальными, если честно. Была еще одна, потом тоже. Вот. Больше я так не делаю. Никаких вечеринок с юмором. Я на тот момент ушла на второй этаж, и тут появился Саша. Я решила, что пора уезжать, собственно, на вечеринки. Больше я вытерпеть это не могу, потому что мне там, ну, это просто какой-то трэш происходил. И, ну, как бы, вот так Саша меня пригласил поиграть на приставке, и это было действительно приглашение поиграть на приставке Mortal Kombat. Ну и так, типа, мы разобщались, начали когда-то ездить, тусоваться. В общем, было как раз я свободна, он свободен, и что-то мы часто время проводили. И вот как-то так вот оно закручивалось. Было всегда о чем поговорить из одной сферы. Какие-то гастроли совместные где-то были. Ну и потом вот организация совместная мероприятий. Мне очень нравится ваш союз. Вы, кстати, очень похожи, ты зря себя недооцениваешь в плане авторитетности, когда ты говорила, что Саша там может прийти, отрезать, сказать. Ну, у тебя тоже прекрасно получается. В разных областях у нас свои сильные. Но то, что вы похожи, это факт. Ну, 10 лет. Уже одно Я считала сегодня, кстати. Или 11, сколько? Нет, 10, да. Ну, собственно, на этом мы заканчиваем первый блок. Я надеюсь, вам было интересно. Это второй сезон проекта True Talk вместе с Balloon Times. Я надеюсь, что вы внимательно следили за подсказками. Еще будет их достаточно для того, чтобы угадать пластинку. Я, кстати, буду стараться так, чтобы она перекликалась с философией Веры, с ее вкусом современным, музыкальным. Может, мне дать пластинку?
Подожди, не пали. Да хорошо, Вера даст пластинку, мы ее будем разыгрывать, значит, сегодня. Это такое спонтанное решение. Спасибо тебе большое. Вот. И подписывайтесь, если вам нравится то, что мы говорим, и то, что мы делаем. Мы здесь не случайно. Это бывший завод под названием Тетрапак, а теперь эта локация называется М82. И, на мой взгляд, здесь прошло одно из самых таких масштабных и значимых мероприятий ритм-бюро. И гость, которого привезли, он действительно был таким солидным, авторитетным и ожидаемым. Расскажи про эту вечеринку. Это было, наверное, последнее мероприятие, индор, которое мы вообще проводили до карантина, вот именно здесь. Хедлайнерами, если можно так сказать, заявлены были Global Communication. Была классная вечеринка, хотя было, конечно, здесь прохладно довольно, вот, в феврале. Ну и все, с тех пор мы больше индор мероприятия не делали. И все, еще не знаем, когда сделаем в очередной раз, если честно. Ритм-бюро, так как мы много говорим об этом проекте, поскольку Вера является одной из основателей проекта. Да. И правильно ли я запомнила, что этот проект произошел немножко раньше, чем началась революция, вот буквально перед этим? Не совсем. А началось оно с того, что мы в День независимости Украины просто сделали благотворительную вечеринку. Мы ее не называли ритм-бюро, она называлась 24, если я не ошибаюсь, потому что День независимости 24 августа. И мы собрали, цель наша была такая, собрать деньги и отправить в благотворительные фонды. Помочь людям, которые пострадали от этого конфликта, детям, на самом деле столько же семей, беженцев, вообще ситуация там в госпитале надо было как-то поддерживать. И вот мы сделали эту благотворительную вечеринку. С нами в организации был Борис, диджей известный. Вот. И мы прочувствовали, что можем работать дальше, и что, может быть, нам стоит продолжить. То есть просто уже, конечно, не продолжать этот благотворительный проект, потому что он состоялся. А потом мы начали проект «Ритм-бюро». Боря сказал: нет, я не буду в организации. И, в принципе, он правильно сделал, потому что он очень хорошо реализовался как диджей. И он сказал правду, вот все как ощущал, что организационная запара — это не совсем, наверное, то, что он хочет наполнять свою жизнь. Это, кстати, очень правильно, когда ты умеешь себе точно ответить на вот такие вопросы. Так же, как у нас было иногда вопросы, стоит ли открывать свой клуб. А он появлялся, этот вопрос, и время от времени всплывает до сих пор. И мы точно на него можем ответить, что мы не хотим клуб свой. Это явно не то, на что мы готовы тратить время, жизнь, потому что в клубе нужно жить, и очень хорошо нужно отдавать отчет, под что ты подписываешься. Вот. И мы, получается, втроем, я, Игорь и Саша, сделали ритм-бюро. И вот кто придумал название? Я придумала название, оно у нас очень долго не клеилось, и все, как всегда, вот под дедлайн подкатывало. И потом как-то раз ритм-бюро, я говорю: давайте, вот мне нравится, как вот эти конструкторские бюро, какие-то штуки, оно мне с дизайнерскими бюро что-то, я думаю, мы же можем быть как музыкальное такое ритм-бюро. Вот, и ребята одобрили, оно было достаточно уникальным, это название. Мне еще нравится, что бюро пишется через умлаут, это как смайлик такой в слове бюро, зашит, прикольно. Хотя я не сразу, кстати, об этом подумала, это потом как-то пришло уже. Но забавно, что после этого был какой-то бум бюро. Открылись парфум-бюро, арома-бюро, диджей-бюро, какие-то сплошные бюро, просто бесчисленное количество. И мы пробовали. Первая вечеринка у нас была в не съемочном павильоне, а это скорее маленькая такая студия съемочная. На 250 человек мероприятие было.
мы пригласили Задига, Сильвен, он наш друг, и он до сих пор очень ценит то, что мы его пригласили на тот момент, когда он еще не стал суперзвездой. Ну, как бы у него такие первые шаги его известности, ну, как какое-то внимание там к нему начало расти, и мы его пригласили, и он открыл наш проект, можно так сказать. И вот мы очень тепло дружим до сих пор. А как возник проект «Натура» вообще? Как вы к нему пришли? «Натура», она возникла до Ритмбюро в какой-то степени. Серьезно? Да, потому что мы хотели с Сашей всегда сделать вечеринку в лесу. И у нас есть друг Женя. Женя, привет, если ты смотришь. Респект тебе за то, что ты нас на этот подбил. Он из транс-тусовки. Он всегда, ребята, нужно вас в лес. И вот мы ездили, смотрели локации, мы объехали очень много мест. И не смогли так реализовать этот проект. Мы еще тогда хотели пригласить Артема Плужарова, уже даже там нашли местечко, какие visual арт в этом лесу придумали, но не срослось. И, по-моему, это было связано как раз с событиями военными, которые подкатили, и мы просто уже даже такой рисковый проект не обсуждали. Но сама идея сохранилась. И так как мы многое перенесли из 22-22, вот эти секретные локации, какие-то, которые мы на Заре 22 делали. Также мы перенесли вот эту вот идею с лесом. Игорь просто очень долго сопротивлялся, и это тоже правильно. Мы готовы были, и мы уже эту тему давно с Сашей там прокручивали в голове. Игорю она нравилась, и более того, Игорь там ездил на какие-то фестивали, типа «Лабиринт Японии» и так далее, которые впечатляли, конечно же. И мы хотели, но всегда старались не спешить, хвататься за такой масштаб, которым ты еще не созрел. И потому что, когда ты сталкиваешься с таким масштабом, каждый новый шаг вперед, он новые какие-то раскрывает факапы, которые ты там не смог предвидеть из-за нехватки опыта. И если ты слишком этот шаг как бы себя вот переоценишь и прям Форсируешь. да, поспешишь со своей вот этой вот желанием как бы очень громко что-нибудь заявить, можно очень сильно облажаться. И вот мы, чтобы не облажаться с лесом, долго эту идею прокручивали и готовились к этому. И потом вот сейчас «Натура» 5-я будет уже по счету, то есть она как бы на год младше, чем проект «Ритмбюро». И нам хотелось сделать какой-то такой ивент, который будет в природной локации, чтобы можно было отдыхать и не разрушаться на мероприятии, а наполняться наоборот. И отдых на этой локации, он действительно, чтобы был отдыхом, чтобы ты, проснувшись на следующий день, не воспринимал это, о боже, я пережил какой-то Армагеддон. Хотя иногда его тоже классно на вечеринке пережить. А вот наоборот, наполнился и уехал с этого мероприятия с каким-то вот фонтаном в душе. Вот как-то так. Ну, я должна тут заметить, что «Натура» — это было самое масштабное мероприятие 2020 года в электронной музыке. Вам спасибо большое, что вы рискнули, согласились. Я знаю, я могу себе представить, но я помню, как мы с тобой говорили о том, что как тяжело вам далось это решение вот во время карантина, пандемии сделать такой ивент, да, и не было уверенности в том, что он вообще как бы не то чтобы произойдет, что люди придут и как бы все, но я на нем была. И скажу, что это был хайлайт прошлого года, 2020-го. Спасибо. И вам за это большое спасибо. Я надеюсь, что «Натура» будет только расти, развиваться. И... Да, мы объявили «Натуру». Наверное, 1/3 продали билетов в первый день. Вообще всех, которые мы можем, в принципе, себе позволить продать на огромной территории в лесу. И это был рекорд, потому что мы продали сразу же там за какие-то считанные минуты. Там люди нам даже не верили, что Early Birds так быстро улетели. Early Birds, потом первый релиз, он сразу же продался, хотя мы на него месяц закладывали. А это случилось в первый день. Второй релиз открылся. Ну, на самом деле видно, что люди знают точно, на что они идут, и знают точно, что билет нужно покупать сразу. Ну, я думаю, что будет sold out, скорее всего, и, в принципе, тут вообще мы ни лайнапов, ничего не публикуем, как бы тут полное доверие.
Ну, я тебя прекрасно понимаю, поскольку вот у нас нечто, та же Мгм. Ну, история. голодные еще, не забывай. Конечно, во-первых, голодные, во-вторых, люди начали наконец понимать, что покупать ранний билет это выгодно. И Да, единственное, вот, что я хотела еще добавить вот в эту историю вашей натуры, это то, что был, по-моему, первый раз, когда вы сделали возврат через вас же. То есть возврат, да, и потом да. вы перепродавали эти же билеты, чтобы не было перекупщиков, Да, чтобы вот да. не было вот этого обмана, поскольку многие там продан Мгм. билет, продают какие-то Мгм. фейки, потом люди приходят и не расстраиваются, потому что, конечно, они Да, готовятся, конечно. месяц приезжают куда-то в лес, а им говорят, что у Да, них да. фейковый билет. Это Ну, полное. это возврат билетов мы сделали самостоятельно, действительно, чтобы не допустить того, что люди в лесу окажутся с фейками. Поражает, что люди, которые проснулись в последний момент, они готовы любые деньги заплатить. Вот они поняли, что все друзья там, и они там что-то не успели. И потом на входе, ну, за Киевом в лесу ночью остаться с фейковым билетом, это, мне кажется, это такая маленькая трагедия. Про ваш лейбл. Мы не можем о нем не Мгм. поговорить, Ритм-бюро? поскольку, да, он ну, возник как, собственно, логическое продолжение бренда и Да. желание поделиться своим видением и взглядами на музыку. Лейбл, спасибо за этот вопрос. И лейбл действительно это очень важное направление, которое есть в ритм-бюро. Курирует это направление Игорь полностью. Мы помогаем ему скорее так ну, какими-то консультациями, дружеским советом, послушать, оценить музыку. Ну, то есть, когда ты что-то хочешь сделать, выпустить, ты наверняка вот обсудишь, потому что все-таки это под баннером ритм-бюро выпускается. Он просто хотел лейбл всегда сделать, и мое было предложение, чтобы он, как человек, которому полностью можно его вкусу довериться, чтобы он лейблом занимался, и название было ритм-бюро. Это поможет и ритм-бюро поможет лейблу. Я даже думаю, на первых порах как бы лейбл выигрывает даже больше, потому что есть уже какой-то известный бренд, и, ну, это идеальное сочетание, и, в общем, пока что пазл красиво Ну сложился. да, у вас, в принципе, есть все. Есть свой фестиваль, есть большие вечеринки в городе, есть лейбл и даже эксперимент с экстра. Да, да. Ну, самое классное то, что мы еще музыкой можем заниматься. И, ну, там, Каждый Игорь, по он как отдельности, да. диджей, мы тоже, ну, как диджей, лайв-артист Саша. У нас там, кстати, лайв с Сашей, мы собираемся на натуре играть. А вообще просто вот даже иметь возможность не только вечеринками заниматься, а просто иногда посидеть в студии, помедитировать, потому что создание музыки — это медитация по-своему. Это тоже такой кайф, и можно иногда вот в это направление нырнуть и наполниться. Ну вот, собственно, мы в этом направлении и движемся. Мы перемещаемся на студию Ныряем. ребят. Недалеко, кстати, от места, где я живу. Это очень удобно. Но, конечно же, главное это то, что у нас второй сезон проекта True Talk при поддержке Ballantynes. И у меня в гостях Вера Логданиди. Ну что ж, мы переехали в третью локацию. Это студия 2222. И мы начинаем третий блок проекта True Talk. Здесь Саша делает мастеринг. Хотя это не студия какого-то мастеринг уровня, но он очень хорошо с этой задачей справляется. Он реально там компрессор купил, он сам очень четко все вызвучивает, он максимально погружен в эти детали звука. А что насчет твоего продакшена? Потому что я вот не знаю историю, когда ты начала, ну вот когда ты начала вот учить, первые попытки. Ты же выпустила, сколько у тебя пластинок? Ну сколько треков? Сольных, ну, у меня выходил сольный трек на ритм-бюро на второй пластинке, ремикс Эрика Клотье. Сольный трек выходил на Onboard Music на пластинке. V-Planet, он очень как-то удачный получился. Ну, многие заметили меня почему-то после этого трека и обратились ко мне потом. Вот сейчас с Фрека на Семантике выпустит мой трек. Да, спасибо. Я сама, если честно, не ожидала, что ну, как-то так сложится, но очень рада этой перспективе. В мае месяце вроде выйдет трек. Будет пластинка, судя по всему, сольная, и в одной компиляции я буду участвовать, и еще одна сольная пластинка готовится. В общем, короче, планы Ну, большие. Да, нормальный список вообще. я, если честно, немножко вижу, есть интерес,
Но я очень медленная. Ну, в продакшене я не тот человек, который вот у меня просто из-за того, что очень много проектов, которыми я занимаюсь, я ловлю всегда вот этот вот момент вдохновения, что не всегда хорошо, потому что когда ты занимаешься продакшеном, прикольно вот прям сидеть и как можно больше посвящать время. Ну, мне кажется, что у каждого У каждого по-разному. по-разному. Ну, вот у Мгм. меня так. И, в принципе, вот этот вот, наверное, баланс, он позволяет мне и заниматься вечеринками, лейблом, какими-то там радиошоу, прочими штуками, немного там с друзьями, с семьей, и вот это все распределять. У тебя прекрасно, мне кажется, получается, наоборот. Ну, немножко мне иногда тяжеловато. Хотя вот я смотрю на, как ты набираешь некоторые проекты там и вечеринки, график и так далее, ну, все в сравнении познается. Но пока что ритм как бы достаточно хорош. Из-за того, что вот карантин по вечеринкам снизил, Мгм, мгм. ну, вот этот напряг. А так, да. Так, а с М, чего ты начала, когда Да, ты... начала, ну, как бы скачала какой-то палёный, нелицензионный кубейс, потому что Санчей с кубейса музыку делал. И когда это было? Да, очень давно. Но это было, вот как раз 8-й, наверно, 9-й год. И заходила на какие-то в интернете статьи о том, как сделать электронную музыку шаг за шагом, знаешь, вот что-то из такого. И вот буквально собирала по крупицам, потому что, ну, я не ходила в школу никакую электронной музыки, но есть интернет, а это уже больше, чем достаточно. Если есть интерес и Да, и любопытство. как бы было интересно, и, ну, можно всегда в интернете что-нибудь найти. Я вот находила, искала, там, методом тыка что-то там пробовала, какие-то плагины там подключала, там, смотрела какие-то how to do там штуки. Вообще, Ableton пользуюсь, в нем Удобно. цикличную музыку очень удобно делать. И на ноутбуке, как бы дома, это все очень круто, эти наброски набрасывать. Ну и собираю Еврорек. Это мое новое увлечение, типа, но оно оказалось дороже, чем я рассчитывала. В карантин, конечно, Еврорек собирать. Не собирайте, ребята, в карантин Еврорек. Это затормозит вас. Но продакшн мой никогда не был каким-то таким супер глубоко задротским. Я не студийный червь, который с утра до ночи в этом всем, но мне достаточно, ну, я долго работала, чтобы как-то звук свой поднять на какой-то уровень более-менее приличный, и долго не справлялась с этим, и не всегда сейчас у меня там с первого раза получается, но сейчас я вижу большой прогресс по сравнению там с годами ранее. Потому что были времена, когда вот просто, ну, ты делаешь, показываешь Саше, он такой, херня. Ну, ты, конечно, меня этим поражаешь, потому что я вообще вот... Мне не хватает терпения сидеть в студии, это первое. Вот я Мгм, больше 2 часов не выдерживаю вообще, в принципе. И ну, мне очень тяжело давалась работа. Я работала с Орбы мгм, в Испании. Целый день сидеть вот так вот, уходить на обед, потом возвращаться. Мне было тяжело. И в итоге там мы провели несколько дней в студии, и мгм. всего один трек получился такой, которым я довольна. Но ну, мне кажется, что ты вообще такая, как это, усидчивая все-таки. Не сказать, что усидчивая. Ну, мне кажется, что тут просто само, ну, как бы есть, наверное, какая-то задача, да, трек создать. И, в принципе, я понимаю, что продакшн это неплохо для карьеры и какие-то там релизы. Но тут просто по-другому. Я его музыку, если б вот использовать чисто для карьеры, я бы, наверное, ну, не знаю, ну, вот оно не идет мне, вот чтобы специально сделать, знаешь, там, надо техно, там, знаешь, техно-релиз, там, туда отправить. Эти возможности все прохлопывала, потому что вот это надо, такая штука, вот у меня она не работает. А создание трека, как медитация, это когда ты сидишь и вот, входишь в какой-то вот этот Поток. поток, да, Мгм. и у тебя что-то там внутри раскрывается, есть какое-то даже вот чувство влюбленности какое-то, вот я по его прочувствовала, такое, знаешь, когда ты что-то делаешь, понимаешь, что вау. Я должна заметить, что меня трогает больше всего из того, что ты делаешь, это каштан. Вот настолько естественно ты это делаешь, и это видно, и чувствуется, что, как бы, знаешь, вот нет в этом какой-то
системы не было. Вот я не знаю, как ты сейчас это делаешь, но вот ты когда готова там его провести, ты это делал. У тебя не было там, что каждый четверг или каждый вторник. Ты Он пыталась придерживаться какого-то графика, но все равно бывало, иногда... да, И мне это, плавало. и мне это на самом деле даже нравилось, поскольку было как бы понятно, что вот, допустим, ты еще не готова. Ну Потом да. раз ты собрала материалы, подготовилась, и все, что вот... Я к тебе не раз обращалась за помощью, за Мгм. советом, там, за то, что, ну, что ты там... У тебя вот какая-то база есть, да, там, Мгм. Вера, подскажи, у кого можно попросить, Ну да. спросить. Ты за эти последние несколько лет, ну, когда каштан ты придумала В вообще? 2000 придумала давно, ну, как бы, Расскажи, как пожалуйста. да, окей. Вообще была идея лейбл запустить. Она появилась очень давно. И вообще с каштаном очень забавная история. Она, конечно, не то чтобы напрямую связана, но есть один маленький момент, он бы тебя, наверное, сейчас поразил. Жалко, что мы не в квартире у нас находимся. Потому что есть одна штука такая, короче, когда ты там на гастролях была, и мы с Ульяной гуляли, она маленькая еще была, лет, я не знаю, 3-4 года ей было, что-то такое. И она любила собирать каштаны. И она мне дала какой-то каштан один, и вот он у меня лежит, ему лет 10. Я его просто жалко, что мы сейчас об этом говорим здесь, потому что я тебе хотела его дать. Он такой засушенный, маленький. Я его с собой возила на разные в сумке просто в диджейской, типа это такой маленький талисманчик, знаешь. И он типа никогда, ну это не то, что супер связано с лейблом, но это такая, типа, такая штучка, маленький какой-то талисманчик, который вот очень каким-то случайным образом, она там дала и типа что-то там сказала интересное. Я его с собой таскала, и вот потом что то он в другой какой-то сумке лежал, и нашлась его, ну, относительно недавно заново. И вспомнила, и потом подумала: "Блин, еще и лейбл "Каштан". Может, это какие-то вообще этот каштан у меня давно, типа, крутился в голове". Не знаю. Лейбл должен был, быть. Я его собирала музыку на него, были артисты какие-то в голове и так далее. Он не стартовал тогда, когда я впервые захотела, и это круто, потому что на самом деле я не была готова. А, А можно даты? Я просто люблю хронологию, да. понимать, когда, в Ну каком вот, периоде. студию мы планировали 22 вечеринки, и как раз вот, может быть, мы даже ну, еще, наверное, "Ритм-бюро" или только появлялось, может, даже раньше. И вот сейчас, только у меня появилось ощущение, что можно приступать. То есть в декабре у нас был первый релиз. Более того, треки, которые, я выпустила, я их, часть из них я и тогда еще хотела выпускать. И, ну, мне очень сильно нравились вот эти странные работы Саши, которые драм-н-бейс лейблы не могли оценить, потому что они, ну, выпускали очень такую вот музыку, которая продаваться должна. А мне казалось всегда, что эта музыка, она как-то ну, на 3 головы выше некоторых танцевальных треков, и ценность ее выше. И вот эта странность — это как раз фишка. Это мы сейчас говорим о альбоме не Санчей, Санчейзи, да, Санчейз получается. выпустили как Санчейз, да. Таймлайн. Да. И, кстати, я помню, этот год слушала за год до того, как он вышел. Мне Саша скинул, говорит, Да. все, вот альбом готов. И я помню, когда я ехала с фестиваля в Калифорнии, мы ехали в аэропорт в Сан-Франциско. Я слушала этот альбом и просто рыдала, потому Да. что там Там же голос записи все. Ульяны, Ульяна, да. лифт, наша эта квартира и все. Ну Меня вот просто... в этом ну, прям, ну, это реально, это альбом с историей в 10 лет. Но ты знаешь, все-таки Каштан больше ассоциируется с твоим радиошоу. да. И твое радиошоу обычно очень содержательное. Я вот, например, история про Игоря Хмура, Мгм. Interact, Я поняла. Incorrect Waves, да. Incorrect. Как... И ты знаешь, забавно, что когда я тебя спросила, чей это трек, ты написала чей, и я видела, что я Мгм. на самом деле до этого уже с ним общалась Мгм. и слушала его музыку, и потом мы с ним так тесно сейчас общаемся, он мне присылает демки, и я собираюсь выпускать его пластинку. Он реально вот классный Круто. продюсер. И твой подход вообще к отслушиванию музыки и там, знаешь, что ты говоришь, я не хочу давать там оценок музыке этой, я там не хочу там говорить, что здесь в ней не так, чтобы не убивать энтузиазм и, ну вот, чтобы не влиять, собственно, на творчество артиста, да, как вот проходит процесс селекции?
Ну, без субъективной оценки не получается, потому что все радиошоу строится на субъективном как бы отборе. Поэтому я очень всех всегда прошу относиться к этому попроще. Для многих людей это радиошоу, это уже там, знаешь, какой-то, они там выводы какие-то делают, это музыка, как звучит, фидбэк и так далее. Я с этим стараюсь быть осторожной, потому что не всегда музыка, которую мне отправляют, она просто мне подходит по моему вкусу. Там, Это просто субъективная оценка, это конечно. очень много факторов. Она может просто не вписываться в построение сета. Ну, вот сам трек может быть классный. И не хочется людей направлять на свое что-то, потому что я и так на них влияю тем, как я показываю, как музыкально выстраивается это радиошоу. Я его меняю. Раньше оно было более таким, там и техно было больше. Сейчас оно такое чуть-чуть подиповее стало, и это уже влияет. Я вот больше эмбиента ставлю, мне сразу накидывают эмбиент. Я ставлю какую-то электронику, люди как будто такие: "Так, подойдет электроника". Ну, и начинают подстраиваться немножко. А мне как раз хочется, чтобы, ну, артист все-таки, поэтому я так не придерживаюсь какого-то одного вот этого направления, чтобы артисты больше просто экспериментировали, свое что-то делали, свой почерк так оттачивали. И именно вот эта музыка такая неординарная, своя, она будет иметь ценность и вес. Но еще я должна дополнить, что твое радиошоу ценно, поскольку ты очень сильно запариваешься на актуальные темы, ты и на интервью ребят зовешь, и я у Мгм. тебя была, и вот темы там авторских Мгм. прав, там, это очень классно, потому что, собственно, нет даже у меня даже нет времени остановиться, обратиться Мгм. к какому-то юристу, чтобы он мне помог там с контрактом для лейбла. Вот просто нет времени, я не могу его найти, а ты нет. Села, поговорила, нашла человека, все там обговорили, обсудили, подготовились, ты там анонс сделала. Это ж супер ценная, ну, работа в плане того, что это можно послушать в любое время, и классно, что ты запарилась, и вообще, что ты вот просвещаешь молодых артистов, которые не знакомы с такими Ну, моментами, и можешь их просветить в плане того, что там, как вообще это работает, и на что можно я прям рассчитывать, да. раскраснеюсь сейчас. На самом деле, другие темы, я знаю, какой формат мог бы быть более популярным. Но у меня всегда есть вот этот протест, ну, как бы, так же, как и с диджей-сетами, и с прочими штуками. Можно давать какой-то, ну, типа, подстроиться под условия сьогодення, какой-то бизнес-расклад придумать и там больше собрать лайков, комментариев и так далее. Какой-то другой, более цепкой темой. Потому Мгм. что темы, в которые я в последнее время уходила, они такие узконаправленные. Но мне казалось, что просто нет такого контента, более того, еще и на украинском языке, в украинском секторе нет такого контента или мало, скажем так. И мне хотелось просто, чтобы люди больше задумывались о каких-то штуках, которые не на поверхности, и профессионалами больше становились. Потому что, ну вот, я нашла в себе, наверное, какой-то опыт, силы и какой-то взгляд, уже, ну, типа, ты знаешь, типа, сколько лет я уже наблюдаю, что происходит на сцене, и есть понимание, как это все работает. И, ну, я просто хотела показать другим, как это работает. Мне очень жаль, что многие артисты, они прекращают писать музыку из-за того, что они просто не находят, не знают, как там с лейблом связаться, не знают, как заработать на своей музыке, не знают, ну, о своих правах. Ну, вот эти все зашкварные истории, которые происходили недавно с передачей прав, ну, там несколько было. Это все из-за необразованности. Вера, я заметила в последнее время, ты перешла полностью на украинскую М. мову, и на самом деле мы даже Мгм. обсуждали, на каком языке говорить ты будешь со мной сегодня, и Мгм.
На самом деле тебе спасибо большое, что ты согласилась говорить по-русски. Наверное, это неправильно, но мне тяжело дается очень украинский язык, и я себя Это не нормально. чувствую уверенной. Я бы не смогла вести интервью украинскую мову, честно. Я прям чувствую себя, как будто бы я вот супер неопытная, и, ну, теряю вот уверенность в себе при этом. Я задумываюсь об этом, и все вижу больше людей в своем окружении, которые переходят на украинскую мову, и это вызывает во мне огромное уважение, и ты одна из них. Да, я официально перешла в официальных страницах. Веду каштан на украинском языке. И это очень сложно, потому что прошита я русским. Ну, как бы так получилось. Семья, русская школа даже, хотя вообще вот как-то так просто обстоятельства сложились. Есть тенденция, и ее нужно подхватить. Это вот прям такой момент, когда это очень важно. Это стратегически важно. И это дело не в законе. Не в том, что там обязательно переходите там эти страницы или эти тролли, которые пишут чому не державное. Ни в коем случае. Это дело просто по любви. И оно должно, ну, должно проснуться в каждом из нас. Ну, очень у нас красивый язык. И его просто неправильно м, Не использовать. ну, понимаешь, что даже, наверное, не совсем правильно сказать, правильно, неправильно. Нужно поддержать его немножко. Вот нужно взять и вот как-то воспользоваться каким-то моментом удобным. И мне кажется, что сейчас вот как раз очередной момент, и вот нужно было сделать... Я сделала над собой волевое решение. Это очень важно. Я приняла для себя 100% решение, которое поддержал Саша, что если у нас будут дети, мы будем воспитывать на украинском языке. Скажи, пожалуйста, вот сейчас вот ровно год с начала Мгм. пандемии, и большинство вот моих знакомых вообще, кого я знаю, все как-то очень испугались. Ну, то есть как-то вот Мгм. было такое напряжение, а что дальше, а что делать, и как-то это надолго. Как-то первое впечатление было такое довольно тяжелое и непонятное, смутное, но вот год прошел, и я сейчас понимаю, вот у многих опыт на самом деле раскрылся, и изменились взгляды на этот год. Вот какой был твой двадцатый год? Вот, как этот год прошел, и что для тебя стало таким вот, знаешь, что для себя ты определила и поняла за это время? Невероятный год в качестве вот того, что он дал, помимо ну, хорошее, плохое, всякое. И, конечно, в этом, наверное, его и уникальность. Очень сложный год. Страх. Первое, что дал этот год, это страх. Страх перед неизвестностью. И мне кажется, все, особенно диджеи, которые не имеют привычки сбережения какие-то делать и откладывать что-то там, думать о будущем, живут таким сегодняшним днем. Я как раз таких в числе этих И людей. я тоже. Да, это страх, потому что ты начинаешь ну, думать, блин, карьера-то остановилась, и вряд ли она там как-то очень быстро восстановится. Ну, как бы понятно было, что очень страшные вещи какие-то надвигаются. Вот. Но вот это вот, я помню, классная волна была кайфа. Знаешь, это как в психологии, принятие там, когда мы все начали кайфовать от того, что можно классно готовить дома, делать в Инстаграм сторис, там, типа, общаться по Зуму и просто отдыхать, лежать и выходить на какие-то рабочие колы онлайн. Я видела, как многие кайфовали, и я тоже пережила вот такой вот эффект, когда я поняла, как хорошо, что даже некоторые наши вечеринки отменились, и можно просто отдохнуть, ну, не париться. Вот точно их не будет в ближайшее время. Хотя, ну, я вот просто в каком-то кризисе, что ли, была. А сейчас, вот я благодаря карантину, я из него вышла. Ты прививку будешь делать? Да. Это Дайте вопрос 2. интервью. Дайте 2, пожалуйста. Да, потому Так а что что? Ну, как бы это даже не... Ну, это вопрос, который... Я понимаю людей, на самом деле. Придется всем сделать, это неизбежно. Но я знаю, у меня, ну, понимаю людей, которые могут по поводу этого сомневаться. И
Будем смотреть на это все развитие ситуации. Мы переходим к нашей специальной рубрике, финальной. И сейчас я принесу кое-что, и мы будем продолжим беседу. Ты увидела, да? Блин, я свалила фотку. Нормально, нормально. Ну, собственно, вот первая твоя диджейская фотография. Да. Я Я читала здесь все стою. описание этой фотографии, даже сохранила себе. Да, Это тот парень, о котором ты рассказывала, что он даже с тобой сфотографировался. Ну, это важный момент для каждого диджея. Знаешь, Ну, круто, что у тебя осталась фотография с твоего первого да, выступления. у меня не было кадра как бы за пультом, и хотя бы вот это, потому что я себя не помню такое, понимаешь? Время прошло, и уже все стирается, в памяти не сохраняется, как ты выглядел. Поэтому я к фотографиям отношусь как к это возможность сохранить момент. И вот кто-то сохранил этот момент, и он вот единственный момент с той вечеринки, и это очень потрясающий ценный, да. момент, и он очень ценный для меня. Это прикольно. Ты просто в таком угаре. Это мой день рождения. Да. У меня есть просто потрясающие друзья, их сегодня вспоминала Аня и Лёша, и они так много вообще сделали для нашей компании, так всех всегда как-то объединяли, домой приглашали, они мне предоставляли свой дом для того, чтобы отмечать дни рождения, и мы, конечно же, играли у них на их там заднем дворе, это где-то уже, да, под утро. А вот эта фотография меня, помню, очень удивила. Да, это я на лысо решила постричься. Ну да, я прям удивилась, потому что я делала это 3 раза и никак не ожидала, что вот Мгм. почему-то вот от тебя такого не ожидала. Очень навязчивая идея. Один раз я встретилась с Ромой. Рома Лак, он парикмахер. Мы, кстати, с ним познакомились в салоне Есикова. В общем, классный чувак на самом деле. И он мне такой, там, давай на лысо тебя пострижем. Чё вот эти длинные волосы, там, всё, ты чё там, какая-то села, там, косы себе тетра. Я думаю, действительно классно, стриги. И вот пришла к нему, он меня постриг на лысо. Я вышла из салона, иду по Ярвалу и ощущаю ветер. И думаю, господи, я лысая. Это просто жесть. Но я часто делаю какие-то такие поступки, достаточно радикальные, очень легко. Как твоя татуировка, собственно, на всю Да, спину. да. Это еще один поступок из этого Я тоже разряда. офигела, если честно. Ну, Да, я, к сожалению, не распечатала эту фотографию, но Вера выложила... Блин, я не знаю, почему я этого не сделала. Когда Вера выложила фотографию свою на Facebook, типа, первый этап окончен, а у нее татуировка вот от шеи до коленки. это моя первая На татуировка. все тело. Первая татуировка, и вот Я думаю, это просто... первая и последняя. На самом деле, У тебя я просто не могла... осталось места. Да, у Вер. меня есть Дима, друг Дима Наумов, который... Вот только ему я могла довериться. Я его знаю очень много лет, и что-то мне вот тоже навязчивая эта идея была, дракон. Я пришла к нему делать эту татуировку и поняла, во что я вляпалась, когда он просто поставил иглу мне на спину. Он просто ее поставил, а там, видимо, не взялся этот обезбол, потому что такой объем вообще, в принципе, без бейсбола я бы, наверное, не выдержала. Но он не взялся, где-то частями только. И я просто прозрела. Это было... Я такая, что? Это вот так больно настолько? Но уже назад дороги не Да. было. Пришлось этого дракона выродить, оттерпеть. И, в общем, он и у меня есть. Он сейчас полноценный? Да, он как бы подкрашен уже, там он такой весь темный, с небольшими такими красными там цветочками. Это, собственно, ваш переезд сюда? Нет. Нет? Какую-то студию Нет, другую? это очень смешно. Это когда я работала в рекламном агентстве, мы работали в очень классном коллективе, и на Костёльной у нас офис был. Кайданик Саша, директор, он мой друг, по сути, вот сейчас, и все люди, с которыми мы были, я работала, они друзья. Это очень уникальная, на самом деле, история, когда ты настолько вот коллектив свой любишь. И мы вот в своей комнате делали вот этот переезд. Собирали ящики и подписывали, сделали такой кадр. Классная фотка. Я рада, что тебе понравилось. Класс.
Ну, это, собственно, каштан. Каштан, да. Это люди отправляли мне фотографии своих рабочих мест, вот как они смотрят каштан. И очень многие смотрели на своих, конечно, мониторах, там, где у них какой-то студийный сетап, котики, класс. А тут вот мне понравилось, что там даже подпись у тебя была, что на 9, Да, на 9 девчат, да, по-моему? да. Но это у Бесов дома, у моих друзей. Тут в Мне Йорке понравилось, как ты органично вписалась в я с пацанячий с коллектив. пацанской стрижечкой с этой, да. Прикольно. Вот Классный кадр. Казантип. Это Настя, был это последний Казантип. Казантип, на котором я работала. Это 11-й год. Играл Егор Босс или что-то такое. Я прихожу на танцпол, полный танцпол, и все гасятся под какую-то такую достаточно попсовую музыку, совершенно вот, которая вне моего формата максимально. И у меня, ну, как бы я уже готовлюсь там со своими дисками, я тогда приехала без пластинок. Стою, жду как бы свою очередь, и видно, что вот следующий диджей как бы подходит. Это я. И мне такие: о, ты будешь играть следующее? Я говорю: да. А что ты играешь? Драм н бейс. И мне так многие люди: в смысле, драм н бейс? Ты сейчас станешь после этого играть драм н бейс? И это было так круто все-таки. Я говорю: ну да, как бы, конечно, я стану, как я драм н бейс диджей, вот такой лайнап. И я стала играть классные треки, и это было супер утро, потому что люди на Казантипе очень любят драм н бейс, Я любили. знаю, да. И Утром, мне кажется, да, это вместо того, идеально. чтобы разбежаться после вот этого резкой смены настроений, наоборот, мне кажется, какой-то возобновилась, новый какой-то поток. Я помню Лену Попову, которая плакала, там какой-то трек она услышала, очень такой классический, который я поставила. Ну, не совсем классических, из 2000-х. В общем, классная была вечеринка на самом Да и деле. время было классное тоже. Да. Это твои неудачные попытки. Я фотограф. Да, я так ржала с той фотки. Ни одного лица не видно. Ну, с пленкой, да, я до сих пор хочу научиться на пленку фотографировать. У меня есть дома, фотоаппарат. Я вот скоро проявлю то, что там получилось. Еще что-то общее О, между нами. боже! У меня тоже есть фотография, где Ну я с да, этим шаром. это очень смешно. Мне кажется, это было в Ам, начале вот твоей, чуть ли не какой-то один из первых твоих пресс-китов Да, да, каких-то. да, 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 да. Я пришла к Пандоре Винтер, девочка, фотограф. На тот момент она часто фотографировала на вечеринках, и мне нужны были какие-то кадры для аватарок, майспейсов и так далее. Вот, и она мне сделала этот кадр. И на самом деле он вот сейчас кажется очень попсовым, ну так и есть, он как бы такой в духе 2000-х, опять же. Но эта картинка создала мне какой-то очень такой имидж красивый, и она у меня очень долго стояла. У подписи у этой фотографии была «У страха глаза велики». Да, во-первых, потому что у меня заканчивался кислород. Я на вот этой глубине, я уже чувствовала, что тянется. Ну, нас предупредили дышать размеренно. А я волнуюсь, я очень много волновалась, дышала очень активно, и чувство, ну, видимо, я израсходовала вот этот быстренько лимит. И, ну, я правда была максимально высажена. Меня первую как бы спускают под воду. То есть все там ребята, там Саша, Толик, все, инструктор, и они чуть задержались почему-то. Я уже внизу сижу на дне. Сижу на дне. Да, и жду как бы, а там какая-то заминка. И вот у меня вот этот страх, он меня не отпускал до того момента, пока я не вылезла. Ну, эта фотография даже не совсем о тебе, но мне она тоже очень Я вижу уже. понравилась. Это каждый раз мы так после каждой вечеринки. На самом деле, да, Саша, он показал все вот это состояние промоутера. Мы тогда делали вечеринку в Синеме, и я вот вижу эту позу и понимаю, что это еще цветочки. Вообще удивительно, что мы тогда выстояли, очень устали. Как сейчас помню эту усталость. Ну, Классная мне фотка. кажется, усталость и вот такое хардкорное трудолюбие — это неотъемлемая часть, ну, как бы результата и Да, успеха. Так что я желаю тебе
Только всего самого лучшего. Успехов тебе и в Спасибо. продакшене, и с лейблом, и с вашими вечеринками, с твоим лайвом на натуре. Спасибо большое. Вообще, я в тебя верю, и Спасибо. спасибо за вдохновение и за интервью. Спасибо, что смотрели. Это был первый выпуск второго сезона проекта True Talk при поддержке Valentine's. Спасибо им тоже большое за эту поддержку. Вот, и я надеюсь, вы отгадали, какую пластинку Вера сегодня нам с широкого барского плеча подкинула, подарила, и которую мы, собственно, дадим одному из тех, кто правильно угадает название. Вот. Если вам понравилось, лайкайте. Если вам не понравилось, можете дизлайкать. У меня уже иммунитет, я уже во втором сезоне. Нужно же было перейти на какой-то другой уровень, поэтому я не буду обижаться. Спасибо еще раз всем большое и до встречи в следующем выпуске. Спасибо тебе большое. Камера стоп, звук стоп.